Billboard 15 лучших моментов с концерта BTS на стадионе MetLife в рамках тура Arirang. Billboard опубликовал статью, в которой выделил лучшие моменты масштабного стадионного шоу BTS. Менее чем через 2 недели после того, как мир наблюдал за выступлением группы в перерыве финала чемпионата мира по футболу на стадионе MetLife, где они исполнили Dynamite на одной сцене с Мадонной, Шакирой, Coldplay и Джастином Бибером, парни вернулись в Нью-Джерси с полноценным 2,5-часовым концертом. В субботу, 1 августа, BTS вернулись на ту же площадку, чтобы показать, на что они действительно способны. Первый вечер BTS на MetLife стал практически безостановочным шоу-кейсом Arirang. Группа исполнила почти все песни из альбома, несколько недель возглавлявшего чарт Billboard 200, а также классические хиты и любимые фанатами треки. Парни делали паузы в основном только для того, чтобы поблагодарить ARMY за их присутствие и поддержку. На концерте не было никаких прямых упоминаний их недавнего совместного заявления об отказе подавать свою музыку на премию Грэмми в этом году. Зато фанатам было что сказать, и их послания попали на огромные экраны. Вместо этого BTS поддерживали позитивную атмосферу. RM со сцены сказал: «Что бы ни было дальше, ребята, ARMY, я хочу оставаться на позитиве. Я никогда не буду воспринимать эту любовь как должное. Надеюсь, вы отлично провели время сегодня вечером, я вас очень люблю», после чего послал воздушный поцелуй. На протяжении всего вечера RM, Джин, Шуга, Джей Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук неоднократно отмечали, что этот концерт – старт второй части их североамериканского тура. После второго концерта на MetLife в воскресенье, 2 августа, BTS отправится в Бостон, а завершится этот этап в сентябре серией из 4 шоу на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе, после чего группа поедет на другие континенты. От прекрасного прославления корейской культуры до упоминания рэпера Nas, вот 15 наших любимых моментов с первого вечера BTS на стадионе MetLife в рамках Arirang World Tour. Первое. Аура Arirang до начала концерта. Еще до старта шоу BTS доказали, что их миссия по продвижению корейской культуры через Arirang распространяется и на сам гастрольный опыт. Композиции с использованием традиционных корейских инструментов, такие как Ханьянг Ачела Гаягеом, дуэт Соль Даниэля Кима и Юн Дайон, играющих на виолончели и каягами, и Гоумэнтой Пак Дауля, играет на камунго и выступает в рок-группе Карди, сопровождались великолепным черно-бело-серым визуалом на огромных LED-экранах с обзором в 360 градусов в центре стадиона. Пока зрители ждали начала концерта, покупали мерч и общались, звучание этих мелодий стало еще одним способом, которым BTS сдержали свое обещание продолжать знакомить мир со своей культурой. Второе. Потрясающий вокал в Like Animals. Хотя голоса BTS звучали безупречно на протяжении всего живого выступления, 5-я песня в сет-листе, Like Animals, выделилась невероятно сильным и страстным вокалом после первых 4 энергичных треков. В частности, Чонгук выдавал впечатляющие эдлибы на протяжении всех припевов, которые исполняла вокал Лайн в лице Джина, Ви, Чимина и его самого. Это стало отличным напоминанием о том, насколько мастерски владеет своим голосом самый младший участник группы. Третье. Fake Love и эффекты в реальном времени. BTS и их команда никогда не экономили на захватывающих визуальных эффектах, и в туре Arirang использовались впечатляющие технологии. Ярче всего это проявилось во время исполнения Fake Love. Участники группы на светодиодных экранах казались окруженными линиями и узорами, которые двигались и реагировали на их движения в реальном времени. Это выглядело как музыкальный клип с графикой, добавленной на постпродакшене, но все происходило прямо здесь и сейчас. Четвертый.
Medley Swim и Merry Go Round. Несмотря на то, что решение BTS отказаться от участия в грядущей премии Грэмми вызвало много обсуждений, их мощное исполнение треков Swim и Merry Go Round было абсолютно достойно любых наград. Парни исполнили эти две среднетемповые композиции в окружении танцоров, державших длинные ткани. Это создавало на сцене эффект вздымающихся волн, океанически синих во время Swim, сменившихся розово-пурпурными для Merry Go Round. Такой простой, но умный визуальный прием смотрелся бы невероятно эффектно по телевизору. Помимо визуала, Merry Go Round подарила одно из самых нежных выступлений вечера. J-Hope и RM завершили этот спродюсированный Кевином Паркером трек с ощутимым эмоциональным накалом, а фанаты, скандировавшие фанчант, сделали этот момент еще более идеальным. Пятое. Цвет волос и образ Чимина. Прошло меньше 2 недель с тех пор, как Чимин выступал на MetLife в финале чемпионата мира. Тогда он поразил всех своими длинными светлыми волосами, собранными в низкий хвост. Вернувшись в Нью-Джерси, он по-прежнему блистал с длинной прической, но уже с потрясающим пепельно-серым оттенком, который придавал ему классическую ауру принца. Сложно выбрать какой-то один момент, где его волосы выглядели лучше всего, потому что они каким-то образом оставались идеальными на протяжении всего шоу. Шестое. Символизм ТГК во втором акте. С началом второго акта шоу на сцене появилась еще одна визуальная отсылка к Корее. Сцену окружила световая инсталляция, напоминающая красно-синий круг Тэгэг на южнокорейском флаге. Тэгэг символизирует гармонию между негативными, синяя часть, и позитивными, красная часть, силами. Эти важные элементы были перенесены на огромный стадион до того, как зазвучал трек 2.0. Седьмое. Забавная неудача Ви во время Normal. Одна из лучших частей живых выступлений BTS — это возможность наблюдать за их взаимодействием. И хотя было много веселых моментов, самым смешным стало то, как Ви пытался привлечь внимание РМа во время исполнения Normal. Ви бросил свою шапку в РМА, который танцевал неподалеку и ничего не замечал. Ви кричал в микрофон: «РМ, Намджун, эй, эй», пока группа пела, к сожалению, совершенно безуспешно. Восьмое. Not Today звучит еще мощнее. В туре каждая песня звучит по-особенному, но исполнение Not Today выделялось миксом с тяжелой перкуссией и звуками племенных барабанов, что придало смеси хип-хопа и мумбатона еще больше драйва. РМ глубоко прочувствовал трек, с невероятной страстью выкрикивая гимновое интро «All the underdogs in the world, a day may come when we lose, but it is not today, today we fight». Девятое. Знаковая хореография в Mic Drop, хотя Бан Ши Хёк ранее рассказывал, что советовал BTS немного сбавить обороты с их интенсивной хореографией, песни с полноценными танцевальными номерами стали абсолютными фаворитами на MetLife. Выступление с хитом 2017 года «Mic Drop» вызвало бурную реакцию толпы, особенно когда Чимин вышел в центр во время припева. Способность BTS так плавно исполнять свои номера доказывает, почему они остаются на вершине.
10. Жаркий мэшап FYA и Fire. Можно было легко представить, как заведется публика от исполнения FYA. BTS сделали мэшап из этого трека и одного из своих самых мощных синглов Fire. Выступление получилось настолько горячим, что на стадионе началась ощутимая тряска от топота. Сами артисты были впечатлены энергией зрителей. Джин прокомментировал: «Арми, вы просто разорвали этот зал». Одиннадцатый. Прекрасное разнообразие в Body to Body. Открывающий альбом трек Body to Body – одно из самых значимых культурных заявлений этого года. Он объединяет корейскую народную песню «Ариран» с футуристическим поп-рэп-продакшеном. Исполнение этой песни подчеркнуло глобальное влияние группы. На гигантских LED-экранах показывали фанатов всех возрастов и национальностей, одетых в традиционные корейские ханбоки, пока сэмпл Арирана разносился по стадиону. Двенадцатое. Послание от ARMY. Перед выходом на бис фанаты смогли показать свои плакаты на большом экране. Среди множества трогательных надписей камера не обходила стороной и послание в адрес Грэмми. BTS больше, чем Грэмми, альбом года по версии ARMY, Arirang от BTS. Кому нужна Грэмми, когда у тебя есть ARMY? И музыка вне категории, она наша. Эти надписи вызвали одобрительные крики. Джей Хоуп делится своим паучьим чутьем. Во время финальной речи Джей Хоуп рассказал, что они с Чонгуком ходили в кино на фильм «Человек-паук. Абсолютно новый день». Рэпер даже спародировал звук выпускания паутины, который прозвучал невероятно реалистично. 14. RM выражает респект нас. Ранее RM рассказывал, что рос в эпоху золотого века хип-хопа, и рэпер Нас стал его кумиром. На концерте лидер BTS сообщил, что икона рэпа находится в зале. «Лично я хотел бы выразить респект артисту, который доминировал всю мою подростковую жизнь. Большой Нас сегодня здесь. Респект Насте Нас, спасибо, что пришел. Это действительно странное и прекрасное чувство — иметь возможность выступать перед кумиром своей юности», — сказал RM. 15. Долгожданные песни-сюрпризы получил концертный дебют трека This Is и второе исполнение Run. В This Is прозвучала двойная игра слов от RM со строчкой I'm Ill, возможная отсылка к альбому Illmatic гостя концерта Nas. А во время Run Чонгук станцевал оригинальную хореографию в финальном припеве, подарив приятную ностальгию фанатам. Если хочешь, чтобы этот канал рос, а качественного контента о BTS становилось еще больше, обязательно подпишись, поставь лайк и напиши в комментариях, что думаешь об этом видео. Именно ваша активность помогает роликам попадать в рекомендации и вдохновляет на создание новых выпусков. А если ты хочешь поддержать канал еще сильнее, стань его спонсором. Спонсоры получают эксклюзивные бонусы, а их поддержка помогает выпускать больше интересных видео, новостей, разборов и эксклюзивного контента о BTS. Спасибо каждому, кто смотрит, поддерживает и остается частью нашего дружного ARMY. Увидимся в следующем